Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 12 марта, воскресенье. У нас светит солнышко, но у нас холодно, друзья, и существует некая влажность, и сейчас мы ее, конечно, чувствуем, хотя в доме полностью тепло, но реально, когда на улице влажность больше, чем 50%, она все равно нашими немолодыми организмами, она все равно отличается. Вот. Ну, думаю, что пару-тройку деньков, и снова все плюс 18, плюс 17 днем. Ну, а ночью мы спим. Вот. Вы знаете, друзья, такая интересная тема, и насчет чего я очень много говорю и спорю со своими подписчиками. Вот именно спорю, потому что очень много обращений, звонков, мы разговариваем, люди спрашивают, люди интересуются. Люди не только из Израиля, из Германии, из Америки, из Канады. Есть даже несколько подписчиков из Австралии, с которыми я разговаривал, которые на самом деле интересуются жизнью в Болгарии. Выйти на пенсию или до пенсии, купить недвижимость, приехать пожить в Болгарии. Потому что сегодня в Болгарии не так сложно получить визу Д, не так сложно получить ВНЖ. Про ПМЖ мы сейчас вообще не говорим. Не сложно, можно. При наличии определенных у вас критериев можно получить официальный статус проживания в Болгарии и пенсионерить. Потому что многие свою жизнь тяжело отработали, накопили какие-то деньги, есть сбережения, хватит работать. В стране исхода этих сбережений уже у многих не особо хватает. Этих пенсий, пособий, тоже особо не хватает, если люди не имеют какого-то серьезного своего жилья. Если говорить про Израиль, например, вот где мы жили, где, в принципе, мы частично приезжаем, живем, мало живем, но мы не порвали никакие, мы ничего не разорвали, мы не сдали паспорта, у нас есть недвижимость в Израиле. В принципе, ничего такого страшного нет. Есть, если что, друзья, есть куда вернуться. Мы сейчас не рассматриваем вопросы возвращения, это просто такие наметки. Не сжигать мосты в том месте, где вы живете. Просто не сжигать. Ну, если есть, конечно, такая возможность. И вы знаете, в основном, люди витают в каких-то розовых облаках. Вот, мы накопили деньги, у нас пенсионный возраст, предпенсионный. Мы хотим в Болгарии купить недвижимость. Сейчас мы не говорим про какую-то конкретную недвижимость. Мы не говорим про апартаменты, вторичный рынок, земля, участок, дом, стройка. Мы об этом сейчас просто не разговариваем. Мы разговариваем о том, как вообще правильно поступать. Здесь какие-то советы, друзья мои, давать я особо не могу, рекомендации. Я могу сказать вот только свое мнение, будет оно правильно, будет оно неправильно. Ну, не судите строго, это лишь мое мнение. Я всегда говорю, что бы я сделал на вашем месте. Вот давайте мы рассмотрим такую сделаем небольшую симуляцию. Это всегда хорошо, потому что на примерах мы можем понять, правильно это или нет. Вот давайте возьмем, к примеру, что я разговариваю с подписчиком со своим. Он спрашивает меня, как сделать визу Д, как ее оформить, какие документы. Это нормально, потому что если вы хотите жить законно в стране, нужно иметь критерии, и если эти критерии есть, нужно эту визу Д, а в дальнейшем ВНЖ получать и пробовать жить в новой стране Болгарии. Итак, Болгария. Вы приняли какое-то решение. Вы живете в Израиле, у вас пенсионный возраст, вы не работаете, вы приняли решение на проживание в Болгарии. Замечательно. Вы начинаете оформлять документы. Супер. А далее встает вопрос, а где вы будете в Болгарии жить? И вот тут начинается самое интересное. А самое интересное начинается потому, что мне кажется, что очень многие люди, они серьезно спешат, не понимая, что происходит конкретно именно сегодня, друзья мои, на весну
2023. Мы вошли в 23 год. Ребят, прошлый год, ну, вы сами знаете, война. До войны ковид. Мы выбиты на 3 года просто из жизни. Мир идет не туда, куда мы хотим. Инфляция, друзья, растет. Цены везде растут, растут, растут на все абсолютно. Я не вижу даже чего-то, чего не подорожало. И буквально я наблюдаю это с весны, с лета прошлого года. Дорожает все. Дорожает земля, дорожают машины, продукты, услуги. Дорожает абсолютно все. И серьезно. Если мы посмотрим, что рост в некоторых областях, он составил даже не меньше, чем 50%. И подорожание, ребят, продолжается каждым днем, с каждым месяцем где-то что-то чуть-чуть растет. И если сейчас мои друзья, там, болгары смотрят, друзья мои, не только в Болгарии все дорожает. Нет такого, что в Болгарии дорожает, а во всем мире что-то ровно или дешевеет. Абсолютно нет. Если что-то вчера подорожало в Греции, завтра в Турции, послезавтра в Америке, Болгарии и Израиле. Везде идет рост. Весь вопрос, где быстрее. А везде практически одинаково. Но как и кто где это чувствует? Весь вопрос, хватает ли вам. Если вам хватает, замечательно, вы не думаете. Вы просто знаете, что еще там 10% с того, что вы могли отложить раньше, сейчас вы отложить не можете. И эти 10% они уходят на то, чего раньше вы не платили. Но у вас хватает. Замечательно. Недвижимость. Сейчас все, кто смотрят сайты недвижимости, кричат, они в шоке, они в непонимании, что происходит, почему все так дорого стоит. Да, потому что все дорожает. Стройматериалы. Опять, это вот такое колесико, снежный ком. И поэтому вот вы пришли к решению переехать. А друзья мои, все мне говорят, вот мы купим там или мы купим там. Друзья, а зачем сразу покупать? Вот какой смысл? Вы думаете, вы купите сейчас что-то? Нет, друзья, я честно скажу, поезд практически ушел. Что значит поезд ушел? Это то, что если 3 года назад или 4 вы покупали квартиру, предположим, в Банско за одни деньги, сегодня за эти деньги вы уже ничего не купите. Просто от слова ничего. То же самое касается апартаментов в Солнечный берег, то же самое касается вторичной недвижимости. Мы сейчас вообще не говорим про рост цен в крупных городах, таких как София, дикий рост цен на недвижимость, Пловдив. Везде недвижка растет. Друзья, вообще не время сейчас что-то покупать. Просто от слова не время. Кто-то спросит, а когда вообще покупать, а что делать? Ребят, а ничего особо не делать. Просто надо к этому отнестись как к данному факту. Те деньги, тот бюджет. Вот опять вернемся к паре пенсионеров. Я спрашиваю. Вы оформляете визу Д? Да, оформляем. Какой у вас бюджет на покупку? 50 тысяч евро. И я говорю, окей. Какой у вас бюджет на жизнь? 1500 евро. Окей. Вы там заложили на машину, вы заложили на это. Да, заложили. Где вы хотите купить? Мы хотим купить там, там и там. А вопрос, а почему вы сразу хотите купить? Вот себе ответьте. Почему вы сразу хотите купить? Это для меня лично какой-то, не знаю, некий какой-то комплекс, мне кажется. А зачем покупать, если можно подождать? А другой скажет, а чего ждать, у нас есть деньги, мы купим сейчас. Друзья мои, купить сейчас, это значит, нужно спешить, искать и купить быстро. Вот тут уже самая большая ошибка. Очень большая ошибка покупать быстро. Потому что здесь вы спешите, у вас мало времени, вы начинаете делать покупку, которую, может быть, потом вы скажете, мы поспешили.
Что бы я сделал? А я бы сейчас не покупал. Вот просто не покупал бы. Если бы сегодня, вот и вернусь на 1,5 года назад в нашей жизни со Светланочкой. Почему мы купили? Мы купили, потому что упало. Ребят, упал асимон. Что значит упал асимон? Это такая поговорка в иврите. Была очень хорошая цена, по которой просто нужно было покупать. Не думать, а покупать сразу. Такие варианты проходят очень нечасто. Это достаточно редко, чтобы поймать такой вариант. И можете ли вы его поймать, не находясь в Болгарии, не имея никаких связей, наблюдая только за сайтами недвижимости, где сидят на этих сайтах друзья, риэлторы, и ждут вас, израильтян, дорогих богатых евреев, которые приедут и все равно все купят за любые деньги. Я не просто так это говорю. Я это знаю, я общаюсь с риэлторами. И у всех болгарских, у многих болгарских риэлторов одно понятие. Если они иностранцы, они будут платить. В 2023 году, в 2024 году будут платить много, потому что они все богатые, у них есть деньги. А если у них есть деньги, мы их загрузим. Друзья, а так оно и есть. Вам дают объект, вы смотрите, вам он подходит, вы приезжаете, даете денежки и купили. Есть. Вы поимели недвижимость, а по какой цене? Выше рынка, ниже рынка, рынок? Нет, не знаю. А вы не проверили, вам понравилось, вы купили. И очень много людей, которые так поступают, потому что они спешат. Потому что они спешат. Они думают, рынок сегодня недвижимости, вот сегодня именно, весна, 23 год, рынок полностью дурной. От слова дурной во всем мире. Он полностью дурной в Израиле, он полностью дурной в Болгарии. И в других странах тоже. Честно вам скажу. Потому что ничего никто не понимает, что произойдет, что происходит. Идет война, война не прекращается. Естественно, за войной следует инфляция, за войной следует полностью все подорожания цен. Война, ребят, мы видим, не кончится в этом году никак. Что это значит? Опять неопределенность. Не покупают недвижимость в момент неопределенности. Только если вы не поймали какой-то джекпот, который поймать очень редко. И здесь, значит, как? Надо ловить джекпот. Легко сказать. А что сделать, чтобы ловить джекпот? Сидеть в Израиле, наблюдать сайты недвижимости? Да нет, вряд ли. Ждать от 3 риэлторов предложений? Ой, быстрее прилетайте, покупайте. Ну, прилетайте быстрее, покупайте, платите дороже. Какой выход? Какой, ребят, выход? Да не покупать ничего, приехать, друзья мои, снять, просто снять недвижку и пожить. Если у вас есть виза Д, вообще нет никаких проблем. Вы снимаете недвижимость, вы ее снимаете, вы не покупаете ничего. Да, вы скажете, ой, я буду платить 400 евро в месяц, отдавать кому-то за то, что я мог купить. Ну и что? Да, вы отдали за год, предположим, 5000 евро. Вы сняли недвижимость по 400 евро в месяц. 400, друзья, это очень отличная недвижимость, хорошая для съема. И вы не привязаны ни к какому абсолютно месту. У вас нет никаких обязательств. У вас нет никаких головных болей по поводу того места, где вы сняли. Потому что это не ваше. Вы арендовали то место хорошее, с мебелью. Там что-то немножко докупили, но вы не вложили туда 1000 евро. Ваши деньги, ваши сбережения лежат у вас на счету в банке, они ваши. Это должно греть ваше сердце. Да? А вы снова скажете, а чего я 5000 евро отдал за год на аренду? Друзья мои, а сколько вам лет? Давайте вот говорить так. А сколько вам лет? Сейчас я, может быть, скажу что-то не очень хорошее, но это правильно. Вы семья из 2 пенсионеров, которым по 72 года.
По 72 года, замечательно, вы приняли решение, вы переезжаете жить в Болгарию на вашу прекрасную пенсию, которая составляет 1500 евро, 1200 евро и выше там до. Мы сейчас не говорим про богатых людей. Мы сейчас говорим про именно класс людей небогатых, у которых есть небольшая пенсия и какие-то сбережения там до 100 тысяч евро. Вам 72 года, вы снимаете квартиру, отличнейшую квартиру за 400 евро. Я думаю, что если вы купите апартаменты тысяч за 80 евро, вы их никогда не сдадите за 400. Объект, который сдается за 400 евро, сам по себе стоит, ну, как минимум 150 тысяч евро. Поправьте меня, если я не прав. Сейчас мы опять не говорим про города, мы не говорим про регионы, мы просто говорим про аренду жилья. С одной стороны, вы выбрасываете пятерку за год, 5000, а с другой стороны, вы не вошли ни в какие риски. Вы не потратили ваши сбережения, у вас нет головных болей, что будет с вашей квартирой, вы уехали, ой, проблемы, инфляция, то сё, управляющие компании. Нет, у вас нет проблем. Вы просто оформили договор аренды и снимаете. Вы сняли, пожили 7 месяцев. 7 месяцев. А вам вдруг, и вы за эти 7 месяцев, друзья, вы четко понимаете, мы говорим не про год, да даже за 4 месяца, вы четко поймете вообще, правильно ли вы делаете, что вы переезжаете. И что, я не прав? Вы уже видите не только плюсы Болгарии, красоты, вы уже видите все минусы, которые вокруг вас. Ой, а вот вы в том месте, где вы снимаете, а в километре там не очень хороший район. А вот здесь плохая инфраструктура. А вот здесь вас не устроил доктор. А автобусы не ходят. А много что вы предполагали, оказалось не так. Уже розовые очки после 4-5 месяцев где-то сняты, и не только плюсы, и минусы вы начинаете все видеть. И вы вдруг понимаете, да, а хорошо, что я все-таки не купил. Потому что, может быть, это место проживания нам не очень нравится. А вот тут наши друзья живут в том районе. А мы к ним поехали, а там круче, а там интереснее, а там веселее. А мы уже купили здесь. Продать мы уже не можем. А теперь мы начнем другую математику. Сейчас мне начнут говорить, вот вы купили недвижимость, все равно она растет в цене. Да кто вам такое сказал, что сейчас недвижимость растет в цене? Ой, я 10 лет назад купил квартиру в Израиле, она выросла в 4 раза. 10 лет назад, друзья мои, 10 лет это 12% жизни. 13%. Друзья мои, раньше мы были молодыми, красивыми и полностью здоровыми. Мы никогда бы раньше не думали, что мы будем жить в Болгарии. Если мне кто-то 4 года назад сказал бы, 4 года назад, до пандемии, Дима, вы со Светланочкой будете жить в Скалско, в регионе Габрово, в Болгарии, в доме в селе с 2 кошками, 1 собакой и курицами. Ребята, я бы сказал, нет, не придумывайте вот это, не будет этого. А вот прошло 4 года, и мы здесь. Жизнь изменилась. Это не мы изменились, это жизнь изменилась. Мы не всегда делаем то, что мы хотим. Очень редко получается, когда все, что мы хотим, оно сбывается и получается так, как оно есть. Очень и очень редко. И тогда это можно назвать, ребята, счастьем. Это счастье, когда все идет гладко. Но не всегда так все идет. Поверьте, я абсолютно не жалуюсь. Мы очень довольны покупкой этого дома. У нас все прекрасно и хорошо. И я бы, наверное, не изменил свое решение. Но наш случай, это была выгодная, очень выгодная покупка. И если бы этой покупки выгодной не было, у нас со Светланочкой уже был создан конкретный четкий план действий. Оставим, мы ничего тогда не купили, у нас не было предложений. И прошлой весной, когда мы оформили визу D, что бы мы со Светочкой делали бы? У нас был четкий план. План заключался в следующем. Так, документы оформлены. Светлана закончила работу.
Дима пенсионер, нас ничего не связывает в Израиле. В этот момент мы садимся. В Израиле у нас ничего нет. Мы готовы к поездке. Билеты, в принципе, карточку провести и купить. Деньги есть. Мы не купили. Сбережения в банке. Все законно, честно. Что бы мы сделали? Мы прежде всего определили бы регион. А как мы можем определить регион, если мы Болгарии-то не знаем? Ну, мы вообще сюда не приезжали никогда, ребят. Вы сейчас скажете: ой, Болгарию мы были здесь. Все, кто мне говорит, в основном, они вспоминают Болгарию, солнечный берег, этот коньяк и золотые пески времен Советского Союза. Я говорю: ребят, ну вообще забудьте, что было 5 лет назад. Забудьте, что было 20 лет назад. Сегодня это сегодня. Это сегодня 23-й год, после пандемии идет война, кризис во всем мире. Вот то, что есть сегодня, на этом нужно основываться и принимать решения. А не сидеть: ой, чего я 10 лет назад не купил. Забыли, проехали. Ой, чего я 2,5 года не купил. Забыли, проехали. Все, что в прошлом, прошлом. В прошлом никогда не вспоминайте. Ребята, а почему я не купил биткоин, когда он был по 5? Почему я тогда не был такой тупой, не пошел в банк, взял суду 50 тысяч долларов, продал бы почку и купил бы биткоин? Сейчас бы, ребят, я вообще бы был миллионером бы. Миллионером. А потом продал его по 50, не дождавшись, что сейчас он 20. Ну, нельзя вспоминать прошлое. Нельзя думать, что мы не сделали раньше, это не ошибка. Просто мы тогда не купили. А вот он купил, у него квартира, он купил за 24, а сейчас она стоит 44. Да замечательно, молодец, что он купил. В тот момент он рискнул. Рискнул правильно. Вы не рискнули. А, друзья, давайте так, он бы тогда купил за 40, сейчас бы она стоила 32. А таких вариантов-то миллион. Весь солнечный берег переоценен. Весь солнечный берег переоценен. Поэтому то, что было, надо забыть. Надо жить сегодняшней реальностью. Поэтому мое сугубое мнение, вот я всем это буду рекомендовать и рекомендую. Никуда не надо спешить с покупкой ничего. Сделайте документы. Определитесь сами. Может быть, в течение года произойдут какие-то события, которые изменят ваши отношения к Болгарии. Такое может быть? Да, блин, сплошь и рядом. Может быть, жизненная ситуация изменится, не дай бог. А у вас уже есть, вы уже все свои деньги вгрузили туда. Продать вы не продадите быстро. Сегодня рынка нет. То, что сегодня покупается, по моему большому убеждению, не будет инвестиционно в ближайшие 10-15 лет. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Это мой анализ ситуации. Сегодня нет. 3 года назад, да. 2 года назад, да, минус 10%. Даже 1,5 года назад. Сейчас нет. Сейчас нужно снимать, да, платить аренду, смотреть и медленно выбирать объект покупки. Или вообще не покупать. Я вернусь к примеру, когда вам по 72 года, вы платите 400 евро, это 5000 евро в год. Это значит, за 10 лет вы отдадите за аренду 50 тысяч. Без головных болей. Меняя локацию. Сегодня вы снимаете по 400 в Варне, завтра в Банско, послезавтра в Габрово еще дешевле. Вы смотрите всю страну. А ваши сбережения, да, они медленно уходят. Через 10 лет сколько вы заплатили? 50 тысяч евро. А сколько вам лет? Сколько вам лет через 10 лет, когда вам сейчас 72? 82 года. Вы поняли, о чем я говорю, друзья мои? Это важно. Мы сейчас не говорим, дай бог нам жить до 120. Сейчас вы купили за 100 тысяч евро в 72 года. Если бы была аренда, эти 100 тысяч у вас ушли, когда вам стало бы 92. Вам ничего это ничего ни о чем не говорит. Я не продолжаю. Но это жизнь, это реальность. Вы мне скажете, останется детям
Замечательно. И ваши деньги тоже частично где-то останутся детям. А если нет детей? А детям, может, это не нужно. Но это не инвестиция. Просто не инвестиция. В Болгарии я не думаю, что будет такой рост 20-30% через 10 лет. Это мое мнение. Не думаю. Высказался. Я предполагаю в комментарии, да, ребят, но опять мое мнение. Ваши деньги, ваши деньги. Здесь не спешить. Не смотреть назад. Жить сегодня. И наслаждаться этой жизнью, не тратя последние сбережения на какие-то неправильные инвестиции или покупки. Ну, наверное, как бы рассказал. Я сейчас не говорю про людей, которым 40, у которых есть там 500 000 евро. Здесь совсем другой разговор. Мы говорим про пенсионеров, людей предпенсионного возраста с бюджетами не огромными. Вы просто проанализируйте те глупости, которые я вам рассказал, оцените и примите для себя какое-то решение. Или давайте мы поговорим об этом еще раз. Пишите комментарии. Не спешить, не смотреть назад, не привязываться к месту. Очень прекрасное правило. И убрать, друзья мои, свое эго, что у вас есть недвижимость. Это эго. Ой, у меня есть недвижимость, я имею. Да не надо мне это иметь, я сниму квартиру, заплачу деньги, не буду иметь геморрой и головную боль. В некотором случае. Хубавден, шейлихам йом наим хаварим шели. And ciao, ciao, my friends. Главное здоровье.